Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание очень важной практике, которую мы всем, вот именно всем, рекомендуем провести до 16 мая 2022 года. Благодаря этой практике вы можете активизировать потоки изобилия и достатка в свою жизнь. Как это правильно сделать, эту практику, почему именно до 16 мая, друзья, все более подробно в этом видео. Давайте начнем с того, что Луна сейчас у нас набирает силу. У нас сейчас растущая Луна, и это особое ресурсное время изобилия. Поэтому мы всем рекомендуем не упустить этот момент и шанс, и эту практику провести во время растущей Луны в любой день до 16 мая. Вы спросите, почему именно до 16 мая? А дело в том, что 16 мая в 7 часов 14 минут по московскому времени у нас наступит полнолуние. И в этот момент Луна будет находиться в созвездии Весов. И поэтому очень важно, чтобы эта практика была вами осуществлена во время растущей Луны. Когда у нас с вами растет Луна, значит мы можем сделать те ритуалы, те практики, которые идут на приумножение, на увеличение, на достаток и так далее. Конечно же, сейчас такое время, что у многих людей почему-то еще и деньги не задерживаются в кошельке, в руках, на банковском счете и так далее. И очень важно, чтобы каждый из нас проводил практики, ритуалы для того, чтобы деньги были целы, деньги давали еще деньги. И вот растущая сила Луны еще и сможет увеличить их количество. И при проведении этой практики, друзья, обязательно будьте только в прекрасном расположении духа. Если вам кто-то испортил настроение, или у вас в этот день что-то не получается, вы чем-то недовольны, не беритесь за эту практику, потому что она или пройдет не очень успешно для вас, или просто вы не увидите результата. А когда люди не видят какого-то результата, они расстраиваются и думают, что виноваты весь мир. Но дело в том, что если разобраться, очень часто наше внутреннее состояние влияет на всю ту энергию и на те события, действия, которые происходят именно в нашем мире. Поэтому, пожалуйста, до 16 мая эта практика должна быть проведена. И для проведения этой практики вам понадобится, друзья, любая монетка, любого цвета и достоинства. Очень важно, чтобы вы выбрали эту монетку, которую вы почувствуете, что она ваша, которая станет магнитом для привлечения денег в вашу жизнь. Итак, открывайте свой кошелек, возможно, у вас где-то монетки в другом месте находятся, и берите вот ту свою монетку. И вы обязательно должны быть сосредоточены, обязательно вы должны быть одни. Друзья, будьте спокойны, и обязательно вы сами должны верить и ощущать, что да, вы хотите привлечь энергию изобилия, энергию достатка, энергию денежной удачи. После того, как вы выбрали вот эту нашу монетку, берите монетку в левую руку, и на нее скажите, на монетку в руке, на нее скажите 3 раза следующие слова. Денежки, денежек поджидают, у порога встречают, в гости зазывают. Приходите, сребряки, медяки да золотники. Здесь вам наварено, напарено да налито. Денежки лежат, копятся, прибавляются, силы набираются, да будет так. Эти слова большая просьба не говорить лишь бы, говорите не спеша. Вы можете это читать из телефона, не обязательно эти слова выучить. Главное, чтобы вы их сами говорили искренне и от чистого сердца.
Далее, друзья, очень важный момент. Вот эту нашу монеточку мы кладем под коврик у порога. И обращаем ваше внимание у порога с внутренней стороны. Также еще одна немаловажная деталь. Когда вы будете проводить эту практику, очень важно, чтобы вы порог хорошо вымыли, коврик протрусили, помыли входную дверь, убрали в коридоре. Вообще был бы идеальный вариант, если вы перед проведением самого ритуала проведете уборку. Уборку вот обычную, как вы проводите. Если, например, вы знаете, что у вас дома буквально вы вчера, позавчера делали уборочку, убирали, то в таком случае вы только можете протереть в коридоре или в прихожей, где у вас есть, именно порог, входная дверь. Обязательно, друзья, промойте входную дверь. Но не только с внутренней стороны. Вот многие допускают ошибку. Но и также с внешней стороны. И внешний порог, друзья, обязательно также нужно помыть. И после того, как вы все вымыли, все вытряхнули, у вас все чистенько, вот эту монетку кладете под коврик у порога. И пусть эта монетка там всегда лежит. И здесь очень важен такой момент, чтобы эту монетку никто не взял, никто не вымел случайно, потому что, как правило, кто проводит ритуалы, обряды, кто заботится о изобилии в доме, как правило, это хозяйка дома. И она провела ритуал, сделала и пошла дальше заниматься своими делами. Но тут приходят дети, внуки, муж, друзья, и вот это постоянно вот такое галопом, бегом. Поэтому, чтобы такого не было, контролируйте эту монетку. Это очень важно. То есть вы за этой монеткой должны следить. И если вдруг вы видите, что монетка потерялась, или кто-то забрал, или вы случайно вымели ее, тогда проведите ритуал заново. Но помните о том, что этот ритуал мы можем делать только на растущую луну. Ни в коем случае не делаем ни на убывающую луну, ни на новолуние. Это очень важно, когда вы научитесь именно чувствовать энергии своего дома. Энергию Луны. Очень многие, вот в последнее время мы общаемся со многими людьми, и они говорят о том, что энергию Луны они очень сильно чувствуют. То есть люди на интуитивном уровне начали ощущать Луну, Вселенную, космос, природу. Возможно, и у вас вот постепенно раскрывается это. Это очень хорошо. Ни в коем случае не подавляйте это. Если в этот момент, например, вы хотите выйти на улицу, подышать свежим воздухом, обязательно сделайте это. Почему? Потому что на уровне интуиции ваше тело в данный момент ему нужно подкрепиться энергетически. И многие люди боятся вот этого состояния, думают, ой, ну что же это такое? И подавляют вот в себе эту настоящую внутреннюю энергию. А вы знаете, эта энергия, она достаточно сильная, она созидательная, и она творит великие дела. Потому что когда человек умеет работать со своей интуицией, со своим внутренним состоянием, он может много чего сделать в жизни. И не обязательно мы здесь говорим о том, что он может стать миллиардером или миллионером и так далее. Но человек может понять и прочувствовать, как он хочет жить. И начнут появляться постепенно новые возможности, но появятся люди, телефонные звонки и так далее. И у человека постепенно, знаете, как вот цветок раскрывается, так и у человека начнет открываться жизнь. Это очень важно. И пока, друзья, вот наша монетка лежит под ковриком, ваши деньги никогда не будут утекать из вашего дома. Это очень важно. Кроме того, не забывайте проводить и другие ритуалы, практики, обряды. Их очень достаточно много. Но каждый раз, когда вы проводите определенный ритуал или практику, знаете, вы знаете, вот добавляете как капельку вот этой настоящей энергии, но только проводите это от чистого сердца, не лишь бы, потому что когда вы делаете что-либо лишь бы, даже вот самый простой вариант, это когда мы что-то готовим вкусное на кухне, тот же торт, да, или какое-то вкусное блюдо. И если мы это делаем не в хорошем настроении, не в хорошем расположении духа, у нас не получается. А когда мы
с хорошим настроением, у нас есть вдохновение, у нас все получается, все горит в руках. И вот в наших руках достаточно сильная сосредоточенная энергия, поэтому научитесь ней пользоваться. Когда вы научитесь ней пользоваться, вы сможете многого достигнуть. И немаловажно, следующий этап, друзья, это поблагодарить Вселенную за то, что у вас уже есть, и за ту помощь, которая вам будет отправлена. Отправлена в виде новых каких-то открытий новых дорог, возможностей, людей, звонков, каких-то писем и так далее. Вы знаете, мы иногда не знаем, что нас ждет за углом, но вот это, что нас ждет за углом, оно иногда очень часто бывает очень важным для нас всех. Поэтому, друзья, проводим до 16 мая эту великую практику, наполняемся энергией изобилия, энергией достатка и благополучия. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше интересно и полезно. И смотрите, вы знаете, там, скорее всего, для вас подсказки от высших сил и Вселенной. Всех вам благ. Услышимся уже в следующем видео.